3 jaar geleden was ik in Nizhny Novgorod, een stad aan de Wolga. Ik maakte er een verhaal over de Russische auto-industrie, die toen probeerde uit een dal te krabbelen. Ik ging daar weg met een goed gevoel en met een liefde voor Russische auto's die allemaal uit de Donald Duck lijken te komen. Ну, я за машину здесь, чтобы арендовать. Арендовать? Да. А вот пройдите, пожалуйста. Чуть там... Да, вот Офис. это здание, Ага. офис. Oké, спасибо. 4 jaar zit ik al in Rusland. En eind van dit jaar ga ik terug naar Nederland. En ik heb al heel lang een droom om in een Russische auto te rijden. Dus hopelijk kan ik hier een Volga huren. Dat is mijn favoriete auto. Het schijnt in dat huisje verhuurd te worden. Dus we gaan even kijken. Здравствуйте. Сергей Александрович? Нет, Михаил Александрович. это вам туда. Куда? Вот пойдемте. Михаил Александрович, к вам вот. Говорят, ты взял нам дверь. К вам, да? Пожалуйста, проходите. Спасибо. Будородского, 7, дробь 1, 84. Ну, я перезвоню. Сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Александрович? Да. Елена Костис. Очень приятно. Приятно. Значит, у вас вы арендуете машины, Да. да? А какие у вас есть? Какие машины как лучше всех? Легковые, грузовые, Ага, ВАЗ, ага. ГАЗ. Самый лучший автомобиль в России. Вот. Ну и иномарки. А почему вы смеетесь? Самый лучший автомобиль? Ну, кто-то считает, может быть, он не лучше. Я считаю, что в России лучше автомобиля нет. А вы бы могли показать Да. машину? Ну, машине, может быть. Пойдемте посмотрим. Может быть, я передумаю. Так, я уже забыл. Туда. Ну, здесь специфика. Завод машины. Ручной на стоянке. Все. Пятое. Задний назад. Окей. От себя. Все. Музыка работает. Свет. 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 Вот. Вот это габариты. Это свет. Вот он загорелась лампочка. Омыватель. Это омыватель. Ну, вот как, Тоже здесь так же, как- рычаги, как на всех машинах. Так, а Вот это что двигатель. самые обычные проблемы? Есть Значит, любая проблема в этой машине решается любым знающим эту Волгу человеком, не заходя далеко даже в магазин. Ага. То есть все это делается руками. Здесь ничего особенного нет. Примитивная машина, окей. карбюратор, который, ну, в общем-то, надежен и не подводит. Да? Да. Водички сюда долили, маслица. Вот здесь вот щупик проверили Ага, на всякий случай. окей. Вот через эту пробку доливаем. Да. Все, тосол. Волга всегда можно делать своими руками. Своими руками однозначно. Отлично. Даже я, потому что я Да, не даже знаю, вы. не знаю. Да? Остановите любого водителя и скажете, вот у меня вот так, он вам тут же поможет, и вы уедете. Ага. Хорошо. Значит, хороший выбор. Хорош. Goed, daar gaan we. Het is even wennen. Het is allemaal ietsje mechanischer dan in een Europese auto. Je voelt de auto, zeg maar. En voorlopig voelt de auto mij nog niet helemaal. Toerenteller doet het helemaal niet. Nizhny Novgorod kan je een beetje omschrijven als het Detroit van Rusland.
Het is een hele vergelijkbare situatie. Je hebt een verouderde auto-industrie, je hebt een crisis en je hebt een stad waar mensen enorm afhankelijk zijn van één fabriek. Dat is de GAZ, de fabriek waar de Volga's worden gemaakt. En het is ontzettend interessant om te zien hoe die crisis de stad raakt. Mensen raken hun banen kwijt. De GAZ-fabriek is een monster. Tot 1980, het jaar dat de Volga trouwens voor het laatst een internationale prijs kreeg, maakte de fabriek 10 miljoen auto's. In 1995 waren dat er al 15 miljoen. Elke dag werden hier tot voor kort 500 auto's en trucks in elkaar gezet. Arbeiders wonen in speciale wijken gemaakt door de fabriek. De moestuintjes, de scholen, de winkels, de verenigingen. Alles is in handen van de fabriek. Van de wieg tot aan je dood werd je leven geregeld, van hogeraf. Заводе ГАЗ. Там работаете? Работали. Вам сказать, я могу расшифровать. Лично я вам скажу, что в ГАЗе все работали, а из ГАЗа нас всех погнали. Взяточники все, весь завод взяточники, все начальники, все взяточники, берут взятки, все. А когда это будет измениться? Это никогда не изменится. Нет, тут и не изменится. Никогда не изменится, пока начальник свой не станет. Никогда не Тут надо изменится. менять вообще политику. Я отработал полностью. всю жизнь в заводе, всю жизнь в заводе отработал, в колесном цеху. Ну, И начал с раскатки. Это вредность, первая сетка. Я перебросал, по 40 тонн металла бросали. Колеса просто. Горячего металла клещами. У меня вон руки стягивают от клещей. Вот руки, видите? Все жилы, все стягивают клещами. Меня выгнали. Но мне надо работать, я понимаю, мне семью надо кормить, дети. Профсоюз должен заступиться, а я выхожу и ему же говорю, этому вот Сане, говорю, Сашка, а он у меня лично работал слесарем, когда я на раскатке работал. Он плакал со слезами, а когда вылез в профсоюз, он, ну, чё, вот надо уволить. Я говорю, ну как же, ты профсоюз, ты должен заступиться за рабочих, не против рабочих. Где будут люди работать? Что будет, не знаю, лидера у нас нету. Почему? Один ничего не сделает. Нужна какая-то группа. Билась и начинали какую-то агитацию. А так бесполезно. А что вы думаете, еще есть, ну, как будущее В завода? России будущее всегда есть. Оно будет. Будущее завода, мне кажется, не будет. Если, ну, забили на марке. Завод забили на марке. Ну, Как же так? русские машины. Волга ушла, все, Волги нету. А повыше нельзя, да? Как 90, 95. Это тоже Бензин. можно? Бензин? Да? Да, только у нас 95-й, 92-й, это вот те колонки. А Нет. здесь 76 и Нет, ну 100. такая старая машина. Нужен это Нет, 90? нет. Нормально. Вот сюда, все это самое. А что вы думаете насчет Волга? Это здесь сделано, да? Здесь, да. Здесь в городе? У каждого свой вкус. Ага. Одним нравится, другим, допустим. А какая у вас машина? У меня никакой. А, никакой, да? Нет. Ага. Зарплата не позволяет. Понятно. А какие машины у вас обычно? Волги или иномарки? Справляетесь чаще Да, всего? какие вы видите здесь обычно? Ну, разные. Ну, больше иномарок склонность. Иномарки, Больше, да? Больше предпочитает видать иномарки. все равно. Это так странно, потому что это же город Волги, но... Везде качество. Что скажешь, правильно? Владеть качество. Ну да, Качество, оно все перебивает. ну да. Оно ведь и в цене-то не настолько много, допустим, иномарки. Ну и качество лучше. Всего Спасибо. доброго. Ага. До свидания. До свидания. Приезжайте. У
Om even een idee te geven van de toestand van deze auto. Ik ga even van links naar rechts. Je hebt de batterij, die staat permanent in het rood. En die pijl die gaat voortdurend flink op en neer. Daarnaast heb je de toerenteller, die doet het überhaupt niet. Dan heb je de snelheidsmeter die volgens mij wel klopt. Alleen er staat dat de auto 40.000 heeft gereden en deze auto stamt uit 1984. Dat is 25 jaar geleden. Dan heb je het oliepeil, die staat permanent in het rood, maar volgens de garagehouder was dat normaal. En dan heb je de benzine die trouwens ontzettend snel gaat. Ik heb net getankt en nu staat die op de helft. Dat is een beetje de toestand van de auto. En er komt dus rook uit de versnellingspook sinds kort. Allemaal dingen die mij niet op mijn gemak stellen, laat ik het zo zeggen. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы не подскажете, где здесь репетиция хора? Прямо по коридору, в самый конец, пожалуйста. До конца, да? До конца. А кто придет, что ли? Пойдемте, Пойдемте, пойдемте. Сейчас пойдемте на репетицию. Народ, пошли. Всё. Так, надо позвонить только этому. Здравствуйте. Не стареют душой, не стареют душой. Ветераны. Да. Здравствуйте. Яла. Володя. Вы тоже будете петь? Играть на баяне. Окей. Здравствуйте. Новый член нашего будет ансамбля. Мы его вновь принимаем сюда. Вы только что Да. начались, да? Нет, он в другом месте пел, во дворце, а сейчас будет с нами. Он такой же ветеран автозавода. Очень заслуженный человек. Там, где встретились с Волгой Ока, Нижний Новгород стал на века. Хватит разговаривать. Там, где встретились с Волгой Ока, Нижний Новгород встал на века. Золотые над ним купола, переливчатые колокола, лишь окрасит зарядным озором. Весь огромный наш город встает, выдаст родине сотни машин, наш прославленный Красный исполин. Автозавод, автозавод, ты наша надежда, Россия, оплот, ты наша надежда, Россия, оплот. Автозавод. Вот концовка, чуть-чуть надо, чуть-чуть поживее, грамчик. И чуть-чуть побыстрее. Свадьба была в 1960 году, комсомольский, кстати сказать. Тоже был работник, мастер, конструктор. 50 лет отработал, но, к сожалению, 10 лет назад он у меня ушел. Дочка у меня на заводе, преемственно. Внук демобилизовался с армии, тоже хотим на завод. Но вот этот чертов кризис мешает пока. Вообще я поколение социалистического периода. Поэтому нам трудно привыкнуть к новому капиталистическому строю. Раньше мы как-то были все равны. Получали работу, получали путевки. Все как-то у нас шло ровненько. А вот в этом строе все же разделение большое получается. Да, понимаете, уж что-то очень много у нас миллионеров появилось, миллиардеров. Мы об этом никогда и не мечтали. Как-то более спокойно мы работали, понимаете? Без зависти, без злобы, без всяких потрясений. А вот сейчас, по-моему, молодежь будет сложнее. Потому что действительно люди нашего поколения привыкли к уравниловке такой. Все довольно
небогато жили, но всем всего хватало. Но самое главное для человека было бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, бесплатное жилье и много-много-много социальных всяких льгот, на которые мы обратили внимание только вот сейчас. Если вам надо было выбрать капитализм или коммунизм, какой выбрали? Кстати, вопрос. Я бы осталась в социализме. В социализме. Социализм, да? Я того периода человек. Komt hier wat rook uit. Zie je dat? Ik weet nog steeds niet wat er aan de hand is. Maar ik denk dan, als hij nog rijdt, dan kan je maar beter gewoon rijden en hopen dat alles weer goed komt. Ik weet het verder ook niet. Hij start. Dat is het allerbelangrijkste. Deze auto is denk ik een goed voorbeeld van waarom het communisme niet goed werkte. Kijk, bij elke andere auto heb je voortdurend concurrentie. Je bent voortdurend gedwongen om te innoveren, want de andere auto is beter dan de jouwe. In het communisme had je maar 2 auto's. Je had de Lada en je had de Volga. Het waren ook twee hele andere doelgroepen. Lada was voor de simpele Russen en de Volga was voor de partij, secretarissen, etc. En daardoor komt het dus dat die auto nooit vernieuwd is. Als je kijkt naar de evolutie van de Volga in de afgelopen 30 jaar, die auto is helemaal niet veranderd. Ik ben daar in de showroom geweest van de Volga, waar je allemaal nieuwe modellen had. En toen vroeg ik ook, is het een soort van retro model misschien? Waardoor die directeur dus ontzettend beledigd was. En dat is denk ik in het kort waarom het communisme heeft gefaald. Deze auto. Hoewel ik het een ontzettend mooie auto vind. Ik kom nu niet in de eerste versnelling en dan moet ik rechtsaf. Mijn vrienden in Moskou zijn de eerste generatie na de val van de muur. Zij hebben de communistische tijd alleen als kind meegemaakt en hebben wat vage herinneringen aan rondlopen met een pionierssjaaltje. Een vriendin van me vertelde eens hoe blij ze was toen ze voor het eerst een banaan at toen ze 10 jaar oud was. In de communistische tijd waren er helemaal geen bananen. Mijn vrienden begrijpen hun ouders niet. In elk land denken kinderen wel anders dan hun ouders. Maar nergens op de wereld is de generatiekloof zo groot als in Rusland. We zijn nu beland in een van de meest exclusieve nachtclubs van Nizhny Novgorod. Z-Top heet het. Normaal zou het hier helemaal stampend vol moeten zijn. Maar het is helemaal leeg. Ik zal zo even naar de eigenaar toe gaan en vragen wat er eigenlijk aan de hand is. Жан? Ну тогда звони ему. Звони ему, Горяеву, и договаривайся еще раз, потому что если в 11 тебя здесь не будет, то имей в виду, что я тебе просто голову оторву, даже не буду увольнять. Нет, я без шуток, потому что Горяева нет, И Марса нет. Марса нет. 3 их никто не отпускал. Что? Да. Ты звонишь ему, нет? Не надо. А все нормально, Валентин? Да, нормально Нет проблем? Нет, воды нет. Ага. Это как? Это огромная проблема, я считаю, когда 600 человек в клубе Вообще, и нет воды. Мгм. А у них авария просто, и они пытаются сделать что-нибудь. Но мы сейчас... Есть Нет, авария километр отсюда. В большой трассе, которая на улице Да. идет. Это Там чё? прям фонтан бьет. Так что вот...
это не чаще бывает, это просто... Нет, ну это раз в 10 лет, наверное. Ну, я надеюсь, мы с ней справимся. Просто если бы я знал часа 2 тому назад, я бы поставил где-нибудь из соседних домов, там через дорогу есть вода, мы бы поставили бы трассу из труб и поставили бы все на свете. Но клиенты не должны понять, что есть такая проблема. Вот, но мы поэтому и работаем. У нас есть лозунг такой, как «Мы работаем, вы отдыхаете». Так что мне не зазорно и поработать, ничего страшного в этом нет. А это что-то изменилось, что клиенты как самые главные? Потому что, может быть, 20 лет назад, может быть, пока люди это не поняли. Нет, вы понимаете, для меня клиент всегда был самый главный, потому что человек пришел сюда отдыхать, и его никто не предупредил, что воды нет, правильно? Так что он вообще не виноват. Он должен это не почувствовать. Он должен понять, что да, немножко неудобно, потому что кто-то ему будет поливать на руки, чтобы он помыл руки. Но от этого не будет никакого запаха от туалетов, не будет никакой проблемы, не будет грязи, не будет этого всего. Я готов потратить лишние там $1000 на это, но чтобы это все было нормально и хорошо. Это мои деньги, я их трачу на своих клиентов. Я с них за эти деньги не возьму, сами понимаете. Имидж все. Значит, девочки и мальчики, у нас проблема. Может быть, до 2 часов не будет воды. Так что на каждом баре будут бутылки. Пожалуйста, помогайте друг другу, помогайте барменам мыть посуду и так далее и тому подобное. Хорошо? Очень внимательно, очень нормально. Помогайте друг другу сегодня всю ночь. Договорились? Все. Спасибо большое. Давайте. Сами откуда? Я из Камеруна. Камерун? Да. А как вы сюда попали? Сначала учеба, а потом работа, университет. Все. В Москве? Нет, здесь, в Нижнем. В Нижнем? Да, я учил в строительный университет, но там не закончил. Вот, я учусь еще, сейчас онлайн в Париже. Вот поэтому я говорю, легко по-французски, английски, испански, вот еще по-русски. О, замечательно. А какие люди здесь бывают? Все разные или, может быть? Знаете, в основном более состоятельные люди, которые могут... Которые чаще заказывают более дорогой виски, дорогие коктейли. А вы это не... Сколько вам лет, если не... 22. 22. А кем вы работаете? У меня 2 суши-бара. Как? 2 суши-бара. Я считаю, что молодое поколение более адаптировано к современным условиям, потому что мы выросли в такой период, когда постоянно что-то менялось. То есть мы родились в СССР, потом началась перестройка, потом 90-е годы, и потом 2000-е годы. И постоянно что-то меняется, и поэтому просто уже ничему не удивляешься. А старшее поколение, даже вот наши родители и наши там дедушки, бабушки, они все равно ссылаются на прошлое время. То есть на СССР, как там было, это идет постоянное сравнение. А кем вы работаете здесь? Профессия сейчас можно называть такая инвестор в ту или иную область экономики, развития России. То есть занимаюсь анализом рынка, вообще анализом экономики самой России. Вот. В свое время работал в банке, но потом уже открыл собственную фирму и занялся уже собственным бизнесом. Ik denk dat de Nederlander als een hoofdwaterleiding zou springen, zouden ze de boel sluiten. Russen niet. Мы не знаем того времени, когда наши родители жили. У нас хорошее время, мы всем довольны, все хорошо. Раньше, наверное, было как-то посерьезнее все, и многого они не знали, чего знаем мы сейчас.
ну, там, ну, многие вещи, как бы, таких передач не было, как сейчас, они не видели, они не бывали в таких клубах, например, как здесь, там у них были танцы, там где-то в парке. Ik heb gisteren op internet gelezen dat er nog eens 17.000 mensen worden ontslagen in de gasfabriek. Het is nu 5:30. Over 20 minuten komen de meeste mannen en vrouwen die nog werk hebben, komen naar de fabriekspoort. Het leek me een goed moment om daar even te kijken hoe het ervoor staat. Het is ontzettend pestweer, het regent hard. En mijn ruitenwissers hebben het begeven. Maar goed, met een beetje geluk komen we daar gewoon levend er wel aan. Ironisch genoeg werd deze trots van de Sovjet-Unie gebouwd door Henry Ford in de jaren 30. De eerste modellen waren precieze kopieën van Ford. Net zoals de Lada een kopie is van de Fiat 124. De Amerikaanse ingenieurs die de fabriek bouwden, werden als gelijken behandeld. Een aantal van hun verdween een paar jaar later zelfs in de Gulagkampen van Stalin. А вы могли показать, что... А это газета КПРФ в Нижнем Новгороде. Ага. Вот, видите, 19 сентября сегодня. Сентября у нас состоится митинг в 12:00 на площади Ленина. А это партия коммунистов, да? Да. Да. Ага. А что там именно написано? Как, Даешь правительству народного доверия, правительству в отставку, все такое и прочее. Вот в этом плане. И коммунисты, они тоже начали этот завод, да? Да. Завод был построен, начал строиться в 30-м году. Был построен за 2 года. И параллельно с этим, естественно, с завода Форда, по-моему, был заключен в те годы контракт, чтобы для строительства автогиганта. За 2 года, представляете, за 2 года. Сейчас за 20 лет, все это как бы постепенно приходит в упадок. В какой отдел вы работаете? Кузница. Кузница, да? А сколько лет вы там работаете? Ой, давно уже, с 80-го года. 50-го года. А для вас что это значит, газ? Газ, собственно говоря, мои родители здесь работали. Ну, не здесь, а в ЗКС работали. А здесь я уже после техникума сюда поступала, работала. А вы бы могли представить работать на другое место? Уже нет, уже столько лет прошло, уже все. Здесь интересно. Собственно говоря, и замуж вышла, и ребенок появился, и квартиру здесь получила. Ну, все, я здесь уже. А для вас что это значит, газ? Газ? Какое значение в жизни? Для меня это фактически родной завод. Я здесь проработал больше 20 лет. Так что здесь я вырос как специалист, как человек. Второй дом. Die ruitenwissers niet doen is nog één ding, maar nu doet de hele auto ook niet meer, lijkt me. Godverdomme.
А вы не подскажете офис коммунистов? Сейчас выйдут. Туда? Да. Да они сейчас выйдут. А, вы там наверх? Да. Через 4-й этаж надо. 4-й, да? 4-й, а потом вниз на 3. Ага, спасибо. Яле. Перов Александр Александрович, секретарь областного комитета КПРФ. Рады приветствовать, видеть вас здесь, на Нижегородской земле, в областном комитете партии. Спасибо, спасибо. Скажите, пожалуйста, сегодня что будет, о чем будет демонстрация? Сегодня во всей России проходит всероссийская акция протеста, очередной этап против социально-экономической политики нынешнего руководства, политического руководства России. Это вы отдали на улице? Были наклейки, мы их расклеивали на остановках, у подъездов, да, чтобы люди знали и могли участвовать, прийти и участвовать в нашем мероприятии. А демонстрация легальна, да? У нас существует федеральный закон о шествиях, митингах, протестных акциях. Мы подали уведомление о том, что мы собираемся провести публичное политическое мероприятие, указали место, время, дату. Власть нам согласовала, это площадь Ленина. А в коммунистическое время не было возможно, да, демонстрации? Почему? Да, вы что? Да? Тогда не было таких проблем. Люди жили в другой жизни. Было социальное обеспечение, было бесплатное жилье, образование, медицина. Протестовать... Люди просто нам не надо было... Нет. Смысла не было, потому что государство было народным и защищало интересы народа. А сегодня оно защищает интересы, увы, небольшой группы, которую называют новые русские или олигархи и так далее. А где находится? Площадь Ленина. Ленина, да? Вот там еще скульптура осталась. Да, почему еще осталось? Elke stad heeft nog steeds een plein dat is genoemd naar Lenin met een standbeeld erop. Daar staat hij. Het is bijna altijd hetzelfde standbeeld. Lenin die naar de goede toekomst wijst. Er zit weinig variatie in. Ну, усилитель-то? Внутри. А, внутри? Просто поставили. Чтобы перекрыть звуком площадь. Коля, подтяни. Чуть-чуть развернуть. Нет, сначала вообще полностью развернем. Так, сейчас. Ну что, поднимем, да? Давай, поднимем. Держи. И наоборот, Нас греет песен откровенность, мы ценим песни как друзей. Давай с тобой споем про верность, давай с тобой споем про верность. Земле единственной своей верность. Ничего нет на свете дороже верность. Ничего нет добрее и строже верность. Это чувство святое и гордое верность. Это сердце большое, как Родина, верность. Это чувство святое и гордое верность. Это сердце большое, как Родина. Есть такой шанс, что коммунизм возвращается в Россию? Ну, конечно. На нашей планете есть еще коммунистические государства, и в отличие от России, они пока идут вперед. Это Китай, это Вьетнам, это Куба. Уверен,
коммунизм как самый справедливый строй, как самое справедливое общество, конечно, восторжествует и в России. Это временный откат. А если, например, насчет завод газа? Вы не знаете, что сделали американцы с General Motors? Не помните? В Детройт. Да, они ее национализировали, General Motors. Когда-то кто-то в Америке сказал, что хорошо General Motors, то хорошо и Америке. И вот когда газ будет национализирован, нефть будет национализирована, газ будет национализирован. Почему в Саудовской Аравии, почему в Норвегии это является государственной собственностью, а мы раздали олигархам? И вот когда мы вернем газ, нефть, газ, только, и когда это будет общенародная собственность, тогда у нас будет и достаток, и образование, и наука, и медицина, которую мы, кстати, имели. Значит, Америка инспирации русских коммунистов. Нет, я могу сказать, что политика Барака Обамы сейчас более социально нацелена, чем политика Путина. И поэтому нам сейчас тоже пора учиться в Америке. Спасибо вам. Всегда. В рамках всероссийской акции протеста До свидания. против бездарной политики российского правительства по выводу страны из экономического кризиса, мы не должны допустить этого. Поэтому сегодня мы на нашем митинге должны выступить с обращениями, с требованиями во все уровни, во все ветви власти. Нам нужно правительство, которое будет проводить политику социальной справедливости и будет отчитываться, подконтрольным будет народу. Нам нужна система подлинного народовластия. А такая система возможна только в одних условиях, в условиях социалистического устройства общества. Мы уверенно сегодня, спустя уже 9 месяцев опыта вот этого барахтания в кризисе, заявляем, что не будет капитализма, прекратятся всякие кризисы. Будет социалистическое общество, будет нормальное, планомерное, справедливое развитие нашего государства, которое обязательно возродится и станет великим и социалистическим. Спасибо вам. De Russen hebben met zo'n kredietcrisis wel een voordeel. Voor Rusland is een crisis bijna de normale situatie. Een Rus is er altijd op voorbereid en heeft altijd nog wel een sok met harde valuta en een moestuintje om de winter door te komen. Een miljonair die ik sprak noemde de Russen, als het gaat om het omgaan met crisissen, een afgetraind Olympisch team. Ну, в общем, молодежь сейчас работает. А у меня есть пенсия, поэтому мне сказали отдыхать. Поэтому я сейчас в саду, занимаюсь садом. Чтобы... Да, свести концы с концами. Огурцы, помидор, картошка, все, что хочешь. Это что? Можно? Это свекла. Да? Да. А петрушка. Ага. Огурцы вот тут у меня. Председателем Подспорье. работаю в этом садах. В этих А вы садах. еще работаете? Да, да. Я еще не пенсионерка. Ага. А вы боитесь, что, может быть, будете работа потерять? Ну, конечно, боимся. Как же не боимся? Вот. Все прибавили. Все Вот коммунальные видите, услуги. нормально сделали. У меня мама вон пенсию получает 3000, а за квартиру мы платим 6000. А работает у нас в семье вот я, муж и сын старший. Как это тут? Сложно, да? Да, 6000 платить за квартиру. Да. Ветеран труда. Больше 35 лет проработал. 40 с лишним лет даже проработал. А получаю 6 с небольшим тысяч. Ну что это для меня? А у меня 2 внучат. Ну и в общем, 7 человек мы живем в 36-метровой квартире. Вам нравится? Вот. Эти овощи, они как обязательно, Но да? самые, да, это элементарные. Хотите, дойдем, мы там в саду снимете. Да, там еще работают? Да, пойдемте туда сходить. Ага, да, хорошо. Я вам покажу все. Давай. Я открою
говорю, ну меня не будут снимать. Да давай, чего ты боишься-то? Да иди, так хорошо, иди, нам так и надо, иди быстрей. Ну хоть причешу, смотри. Да ладно, чё ты? Так разве можно? Ну и что? Как ну и что? На. Во-первых, я даже... Ну давай, это все нормально у Я тебя. даже, предположим, без бюстгальтера. Ну и что, ладно, открывай. А как ладно? Ты Да. что? Вот хорошо. Ничего страшного, я тоже Да. без двух Тоже без трусов? Да. Проходите. Пожалуйста. А Никого знакомых не нашла? Нет, давай. Так, это Новенький. ваш, Да, да. ваш сад. Мы как бы их выкупили в государстве, они наши, собственность наша, эти вот участки наши. Значит, это ваш участок. Да, да. А что вы выращиваете здесь? А выращиваю, здесь у меня только вот одни цветы, как зона отдыха. Ага. А выращиваю я на другом участке, у меня 2 участка. А что значит для вас этот участок? Участок это большой, поспорю. Вот, значит, 5 мешков картошки. Если бы я их купил, то это где-то 1003 надо. Да, это вот внук мой. Скажи здрасте. Ну что ты? Стесняется? Ну скажи здрасте. Так что вы сами думаете насчет последних 8 лет, что экономия, конечно, растет, но Ну она, да. для вас, что это... Для меня, можно сказать, ну я не знаю, очень, особенно вот последний год, это очень тяжело стало. Очень После тяжело. кризиса. Конечно. Это на все повышает. И на газ, на воду. На газ 2 раза повышение было, на воду. Конечно, это все. Вот. Это очень тяжело. Сноха тоже вот работает. Ну что у нее? У нее 10 тысяч оклад. Ну как на них прожить на 10 тысяч? А у вас работа есть? А кем вы работаете? Менеджером, Менеджером. топ-менеджером, да. А у вас такое ощущение, что после кризиса что-то изменилось? Заметно, да, заметно. Заказов стало меньше. Но я на производстве пластиковых окон, ПВХ и алюминия. Ну, заметно меньше, конечно, стало. На сладкий помидор. Конечно, вот мы это ничего не покупаем, деньги не тратим на это. Как хорошо. Вот. Это большое, и морковь своя, и свекла, все-все. Хватит, хватит. Спасибо. До свидания. Удачи вам. Спасибо за помидоры. Не что. Tot voor kort dachten mensen vaak dat de val van de muur de definitieve overwinning van het kapitalisme is geweest. Maar dat het communisme een waardeloos systeem is, betekent nog niet dat het kapitalisme zo geweldig is. Ik las een paar maanden geleden dat 9 op de 10 mensen op de wereld vindt dat kapitalisme niet werkt. Je kan zeggen wat je wil van die communisten en de tientallen splintergroepjes in Rusland. Maar misschien is het wel gezond dat ze vraagtekens zetten. Dat ze kapitalisme niet zien als het enige juiste systeem. Russen noemen het de verloren generatie. De mensen die het grootste deel van hun leven in de communistische tijd hebben geleefd. Zij kunnen zich niet meer aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Een keertje brak ik per ongeluk het deurslot van een vriendin. Een buurman die slotenmaker was, zette er een nieuw slot in. Toen ik hem geld wilde geven, was hij diep beledigd. Waarom kunnen mensen elkaar niet gewoon helpen, zoals in de communistische tijd? Zei hij tegen mij. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.